Нефтяная платформа, расположенная в 217 километрах от берега в водах Сиамского залива, стала местом необычного происшествия. В апреле 2019 года рабочие заметили в море странный объект, который при ближайшем рассмотрении оказался головой животного, похожей на собачью. Она то погружалась в воду, то вновь появлялась на поверхности. Рабочие не могли поверить своим глазам, как собака могла оказаться так далеко от суши. Однако это действительно была собака. Как дальше развивались события, как животное оказалось в открытом море и нашлись ли его владельцы, обо всем этом расскажем далее. Измотанное животное с трудом добралось до платформы и с усилием забралась на металлические балки под буровой установкой. Волны омывали собаку, оставляя ее сидеть по грудь в воде. Намокшее и усталое животное выглядело истощенным. Работники размышляли, как поднять ее на платформу. Мы видели только голову, и если бы волны были больше, мы бы ее совсем не заметили, вспоминает рабочий Хон Витисак. Было решено обвязать собаку веревочной петлей и поднять наверх. Никто не был уверен в успехе операции, но им удалось осуществить задуманное с первой попытки. Дрожащего и испуганного пса подняли в безопасное место. Собака не лаяла и не издавала ни звука, видимо, у нее не осталось сил. Но и спасателям она не доверяла, не давала погладить себя. Однако, увидев перед собой ведро с водой, она сразу же погрузила морду в него и выпила почти половину. Неизвестно, сколько времени животное провело в соленой морской воде. Постепенно собака привыкла к людям, позволяла себя гладить и начала есть. Рабочие определили ее породу, аспин, и дали ей кличку Бунрод, что на тайском означает «духовное подаяние для удачи». Однако с новым членом команды возникла проблема. По правилам безопасности животным нельзя находиться на буровой платформе. Работники решили сварить клетку, чтобы удерживать собаку в ней, пока ее не удастся передать на берег. Они связались с танкером, который вскоре должен был вернуться в порт. Собака провела на платформе 2 дня, за это время рабочие ухаживали за ней и кормили ее. Животное восстановило силы и стало дружелюбнее. На третий день клетку с псом погрузили на проходящее мимо судно, направлявшееся в порт на юге Таиланда. Собаку доставили на берег. Там ее встретили волонтеры фонда помощи животным и отвезли в ветеринарную клинику. Несмотря на испытания, собака оказалась здоровой, если не считать обезвоживания и истощения. Многих интересовало, как животное оказалось в открытом море. Некоторые считали, что собака сбежала от жестоких хозяев. Возможно, она пыталась спастись от преследования. Однако в этой версии есть нестыковки. Собаки плавают со скоростью примерно 5 километров в час, и если бы это была правда, она бы проплыла 217 километров за 43 часа, что невозможно. Пресса Бангкока предположила, что собака упала в воду с рыболовного судна, что более правдоподобно. Ей повезло, что в тот день море было спокойным. Небольшие волны позволили людям заметить голову собаки. Порода также сыграла свою роль в ее выживании. Аспины – это помесь нескольких пород, в том числе уличных дворняг, известных своей выносливостью. Не все собаки умеют плавать, но Бунрод доказал, что его порода это умеет. Волонтеры так и не смогли найти владельцев Бунрода, возможно, он был бездомным. Один из рабочих выразил желание забрать собаку, к которой все привыкли. Он так и сделал после окончания смены. У этой истории был счастливый конец, собака обрела дом.